Приветствую всех, снова я на зимней рыбалке, вернее это уже весенняя рыбалка. Сегодня 15 марта 2026 года. Не прошло и недели с того момента, как я был последний раз здесь. 3 дня, даже 2 дня назад прошло. 2 дня назад я был здесь на рыбалке, да. Ну, видеоролик, наверное, видели, как я упустил берша, вернее даже как берш сбежал от меня. Так вот, сегодня отправлюсь на то самое место ловить сбежавшего на прошлой рыбалке берша. Я снова к острову Судачий направляюсь. Он сейчас за мной. Я сегодня решил сразу пойти на то место, где сбежал берш 2 дня назад на Волге, на глубинах, ну, ближе к руслу. А после обеда, если там совсем уж не будет клевать, я вернусь к острову Судачий и продолжу рыбачить там. Сегодня погода хорошая. Солнца нет. В прошлый раз солнце жарило. Но сегодня вот его нет. У меня лицо тогда сгорело сильно. Ну, не сильно, но весь красный был. Ну, вон, смотрите, рыбаки сидят здесь недалеко. Что-то они тут делают. Тут мель. Я не знаю, кого они ловят. И вот здесь сидят тоже на мели. Там не глубоко. В общем, иду прямиком через остров туда, на Волгу. 2 дня прошло, я думаю, там ничего не изменилось. Ветки так и стоят. Я думаю, даже найду те самые лунки. Но они как раз около веток были. И даже, скорее всего, и пенопласт, который в прошлый раз там лежал, тоже там же на месте. Сегодня воскресенье, я думаю, будет много народу. Но нет, я пока не вижу. В бинокль посмотрел туда вдаль. Но из-за острова не видно, что там за островом. Может, там сидят. В общем, иду туда, на те же самые лунки. У меня ведь там и после обеда клевало, как вы помните. И уверен, что поймаю, ну, если не сбежавшего в прошлый раз берша, то хотя бы нового. Судаки там вряд ли будут. Сегодня скорее будет охота, рыбалка на бершей. Вот, если только потом я уже вернусь к острову Судачий, тогда только так. А там на Волге судаков, как правило, не бывает. Ну, по моему опыту. Там в основном клюют берши, так что сегодня будем ловить бершей. Так, ну дошел я до места, где сбежал берш. По своим старым следам шел. Ночью был небольшой морозец, подморозило. Не проваливаешься, удобно идти. Правда, жарковато все равно. Пришлось снять рубашку. Ну, здесь все осталось на своих местах. Ничего не изменилось. Я думаю, даже лунки не буду бурить. Сейчас посмотрим. Хотя за 2 дня она приморозила. Посмотрю, или старый разбурю, или, может быть, новый сделаю. Вот здесь вот стоял пенопласт у меня. Не найду, где у меня он сбежал. Вот здесь, по-моему. Да, вот мои следы. Это вот дырочка здесь. Удочка стояла. А здесь под снегом лунка, которую я притоптал. Ну вот сюда вот он и сбежал. Будем сегодня его обратно вылавливать. Ну, если не его же, может, другого. Посмотрим. Здесь как раз идет спуск к руслу. Метров 10, а здесь уже глубже. Но тут у меня на 15 уже стояло. А там еще глубже. Я на всякий случай взял еще снасть с тяжелой мормышкой. Она у меня грамм 30, наверное. Посмотрю, может быть, туда поближе к руслу подойду. На русле поставлю. Я смотрю, там в бинокль. По-моему, они сидят почти на русле. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 человек там на снегоходах. Напротив Судачева 2 сидят. Ну, на там, где я рыбачил неделю назад.
Ага, там палка стоит как раз. Так, ну в общем, сейчас здесь поставлю. Посмотрим, будет клевать, не будет. Одну, наверное, поставлю вот чуть подальше, ближе к руслу. Если клевать совсем уж не будет, ну вернусь. После обеда в любом случае к судачему надо будет возвращаться. Там, где судака поднял, там сяду. Ну, посмотрим. Народу не так много, хотя воскресенье. Так, ну ладно, сейчас расставляюсь. Как первого подниму, продемонстрирую. Так, ну что же, первый улов состоялся. Правда, пришлось помучиться. Маленький бёршик, а доставил хлопот. Ну, вернее, даже не он доставил хлопот, а вытаскивал его. И у меня крючок на поводке зацепился за край льда. Зацепился, я лесочку опускаю, а он сильно так уперся. И никак не достать было. Ну вот на такой случай вот такая штука у меня есть. Такой импровизированный багор. Лед хорошо, не очень глубокий. Ну, правда, вот так вот уходило. Вот этим вот концом там расковырял, ковырял. Вроде как выковырял. Сам бёршик-то маленький. Да, собственно, хлопот не он доставил. А вот я говорю, но у меня такое впервые, чтобы так сильно зацепился крючок за лед. Ну вот, мормышка сама, да? А это вот на поводке вот этот крючок. Он взял за мормышку, а поводок вот этот вот, крючок. И вот я его вытаскивал, и он так пок, об лед. И крепко засел. Я тяну никак, опускаю, он тоже никак, она засела на льду. Ну а сам бёршик маленький, ну сколько это? 30 сантиметров, небольшой. Но хлопот доставил. Ну вот такой вот. Я уже было думал отрезать поводок, потому что ну никак не вытащить, он там сильно так засел, об лед зацепился. Если бы не вытащил, пришлось бы резать. Ну, слава богу, вытащил. Тут, правда, теперь все мокрое. Рубашка, блин, замочил. Но я думаю, она высохнет. Так, ну что, время 11:30. Особо поклевок-то нету. Я скажу, вообще не клюет. Я уже думал уходить к судачему. Разместил, значит, здесь у меня, вон на той удочке у меня 9 метров, здесь 12. И вот здесь поставил с тяжелой мормышкой, мормышка на 30 грамм, здесь 15 метров. Причем тяга сильная, как на 9, на 12, и также и на 15. Она сильная тяга, постоянно ее уматывает. Вот здесь вот 15, 14, да. Вон у меня отметочка красная. Но постоянно утягивает. Вон рядом со мной еще один рыбак сидит. Ну, не особо клюет, там 5 удочек выставлено. Не видел ни разу, чтобы он поднимал рыбу. Вон там, вон под берегом тоже смотрю 2 рыбака. Вон там еще один рыбак. Ну, поклевок нет. На снегоходах разъезжают, сегодня воскресенье. Вот, смотрите, дно было только внизу, сейчас вот уже где-то дно. Сильная тяга. Так, ну что, уже не зря. Но это не тот бёрш, который сбежал, этот маленький. Тот был покрупнее. Он на снегоходах разъезжает. Я здесь посижу еще, ну, наверное, до 2. Может, еще клюнет. Есть мысль еще чуть-чуть подальше уйти. Ну, какая там глубина? На русле где-то под 20, но до русла еще так прилично. Ну, тут 14 метров, ну, где-нибудь до 16 я, может, дойду. Туда вот еще подальше. Пока здесь буду. Тем более поймал берша. Надо там пойти тюльку насадить. Да опустить удочку.
Ну, в общем, пока рыбачу здесь. Я пока здесь сидел, тюльку нанизывал. У меня там кивок дергался на 9 метрах. Надо пойти поднять, там, скорее всего, тюльки уже нет. Два дня назад я ведь тоже на этой лунке поднял бершат, который сбежал. Сейчас я его покажу. Он тут маленький. Ну, вот еще один. Такой же. 30 сантиметров. Небольшой. Я для них сделал такую вещь. Сейчас жарко, она портится. С утра, если поймаешь, но сегодня еще солнца нет. А если солнце есть, с утра поймаешь, она начинает, ну, не портится, ну, портится, пока до вечера досидишь, да потом еще едешь долго. В общем, смотрите, сделал обычный пакет. В снегу проделывается, ну, углубление, а в пакет воду налил, ну и бросил вот туда. Они берши живучие, чем судак, но тем не менее. Я в прошлый раз ехал, они почти до вечера у меня не умирали. Ну вот так вот, такой импровизированный водоем. К вечеру, конечно, все равно сдохнут, но по крайней мере портиться не будут. Так, время 12. В принципе, оно до часу-то и всегда и бывает. Так что пока уходить не буду до часу, до 2, наверное, посижу здесь. Там удочку так и не перемещал. Сейчас пойду на 9 метрах подниму, посмотрю, если там тюлька. У меня такое ощущение, что там тюльки нет. Вот 2 бершей с одной лунки. Ну, я сказал в самом начале, что сегодня за бершами идем. В принципе, если будет клевать, до вечера здесь просижу. Судаков здесь вряд ли, судаки тут обычно не бывают. А бершей натаскаем. Ладно, следующую рыбку поймаю, включусь. Так, ну что же, клёва нет. Время уже 2:30. Последнего берша я поднял где-то в 12. Опа. То ли она узелком задевает, то ли была поклевка. У меня там узел на 10 метрах. Я не знаю, что сейчас было. Сейчас посмотрим. Уже 3 раза тюльку менял. Это была поклевка, но я не могу подсечь. Сейчас прям на камеру вытащу. Ни разу на камеру не вытаскивал, потому что трудно подгадать. Это должно быть очень большое совпадение. По-моему, это была поклевка. Днем берж вяло берет. Подсечь тяжело.
После рывков я обычно поднимаю, проверяю тюльку, потому что дергаю сильно. Тюлька может соскользнуть. Так, ну ладно, я пока камеру отключу, потому что когда она клюнет, неизвестно. Ну вот последние, сколько уже, почти 3 часа ни одной поклевки не было. Я уже собрался к острову перемещаться. Эту удочку размещал уже на русле. Несмотря на то, что у меня здесь тяжелая мормышка. Вот она. Она где-то около 25 грамм. С фосфорным напылением, и поводок тоже с фосфорным напылением. Сперва там на 15 сидел, потом чуть дальше 16. А потом на русло ушел. Дно нащупал где-то в районе 16, но потом мормышку снесло. И все, я уже больше дна не мог нащупать. Там где-то глубина в районе 18 метров, 16-18. Ну, такое сильное течение, что мормышку сносит и не нащупать дно. Я ее смотал, сейчас перемещусь вот здесь рядом. Начало солнце жарить. Опять лицо сгорит, руки сгорят, опять все сгорит. Это не пойму, то ли была поклевка, то ли ее не было. Что-то дернуло. Так, ладно, пока камеру отключу. В общем, где-нибудь здесь до 3 посижу, а потом ближе к берегу перемещусь. На то место, где я в прошлый раз судака поднял. Там уже до темноты посижу. Что-то здесь глухо. Как до 12 поднял, так все, больше нету. Так, ладно, в общем, сейчас пока отключаюсь. Если рыбу поймаю, я ее сниму. Если нет, то уже около острова на старом месте, ближе к вечеру я сделаю включение. Перемещусь туда. До вечера здесь не буду сидеть. Ну, если вытащу, то покажу. Да, ребятки, я его выудил. Я говорю, была поклевка. Я поднял, ну, тюлька была насажена, но единственное, когда я дергал поводок с мормышкой, запутались, и они были спутанные. Я их распутал, снова опустил, тун-тун-тун-тун, ну и все-таки я его выудил. Сейчас я вам его покажу. Вот такой вот. Ну, сантиметров 30. По весу не знаю, вес так не могу определить. Ну, грамм 300, наверное, будет. Я же говорю, была поклевка, дернул, а потом не было поклевки. Вот в таких случаях я поднимаю всегда, смотрю. Там либо тюльки нет, либо вот бывает поводок запутался. У меня поводок, вот, длина примерно такая же, как у, ну, основной лески. Поэтому они иногда бывают запутываются. И нужно распутать. Опустил, ну вот такой вот. Это 3-й бёрз за сегодня. Видите, я собрался уходить, так что нет, все нормально. Можно рыбачить. Я сейчас снова опущу. Вполне возможно, что там еще будет. Да, и покажу. Смотрите.
А, как рыба поживает? То есть, ну, я ее опустил сюда, ну, утром. Во сколько там? В 11, да? Давайте посмотрим, живая она или нет. Ну, солнце светило. Сейчас я ее тыкну. Одна живая, вторая, по-моему, вот эта, которая вверх плавает. Вторая, по-моему, дохлая. Одна живая, вторая нет. Но, тем не менее, все равно в воде лучше. Так что вот еще одна третья. Так что я пока сижу. Пока уходить не буду здесь. Посижу. Вполне возможно, сейчас еще клюну. И надо там удочку проверить. Вон у меня, которая стоит на 9 метрах. Надо проверить. И плюс еще я эту удочку не поставил, которую перенес. В общем, сейчас ее поставлю. Продолжаю здесь пока сидеть. Солнышко спряталось. Одел куртку. Ну, в общем, будет еще одна. Я тоже ее продемонстрирую. Ушел я с Волги. До 3:30 там побыл. 3:30 свернул все удочки и пришел на место около острова Судачий, ну, где 2 дня назад я судака и берша поймал. Вот, ну, время уже без 15:05, я здесь полчаса уже нахожусь. На тех же самых лунках расположился. Я здесь отметку такую сделал. Вот на этой лунке я поднял судака и берша. Ну и там здесь тоже две удочки поставил. Здесь 12 метров, там 11, 10. Но пока не клюет. Но можно сидеть где-то до 5:30. Солнышко еще вон где. Кстати, относительно обрыва, помните? В прошлый раз-то произошел, я об этом говорил. Я домой пришел, посмотрел внимательно снасть, и очень удивительно, не было мормышки, то есть мормышки не было, и не было поводка. Там была петелька, к которой был прикреплен поводок. И очень странно это было. Я склоняюсь к тому, что эта щука обрезала мормышку. Но странно, почему не было поводка. То есть получается, если бы был... обрыв был ниже. То есть не было поводка самого с крючком, и не было мормышки. А петелька, к которой был привязан поводок, был. То есть обрыв произошел, у самой мормышки. То есть мормышка развязалась. И я так посмотрел на леску. Не похоже, что она развязалась, потому что если развязалась, там видно, что леска, такие вот моточки. Когда заматываешь мормышку, там остаются следы, можно увидеть. А там их не было. И у меня такое ощущение, что щука была и срезала просто. Либо там леска порвалась, за столько лет не порвалась. Вот, либо она там порвалась, либо щука срезала. Но с другой стороны, почему не было поводка? Поводок-то был на петельке. И вот это вот очень странно. То есть, ладно, если там обрыв произошел, где мормышка, или щука срезала, но был бы поводок. А не было поводка. В общем, как-то это все удивительно. Я могу предположить, что мормышка висела, поводок висел не на течении, здесь течения-то нет, и они висели в одинаковой, вместе, рядом друг с другом. Щука просто схватила пастью все сразу и срезала и мормышку, и поводок. Это только мои догадки. Куда делся поводок? Непонятно.
Но здесь небольшая тяга есть, ну такая, по сравнению с тем, что там на Волге, здесь она маленькая. Ну, пока поклевок нет. Вот. Вот эта лунка. Я вон тут отметку поставил. 11 метров. Еще час посижу, где-то до 5:30. Тут до берега 20 минут, даже меньше, 15 минут до сети. Специально сюда переместился с Волги, чтобы потом поменьше идти было. Ну, тишина. Тишина. Здесь еще поставил 2 удочки. Рыба, несмотря на то, что в воде, но она, ребятки... А, нет, вот эта вот последняя, которую я поймал, 3-я, она живая. А те 2 дохлые. В воде вроде бы, но... Вон, видите, пузом кверху плавают. Одна живая, последняя, которая была. Время без 15:05, а солнышко еще высоко. Часов 6, наверное, только будет темнеть. Там мужик, который рядом со мной сидел, я смотрю, я ушел, и он тоже поднялся, пошел. У него тоже ничего не клевало. Ну, здесь поставил еще одну, вот на тех же лунках я. Тоже тишина. Там тоже удочка стоит. В принципе, если больше я ничего не поймаю за сегодня, то 3 берша вполне нормально. Это вот моя, так скажем, глубоководная удочка с тяжелой мормышкой. Здесь самая тяжелая мормышка. 25, наверное, грамм на течении. Но, как я говорил, даже на течении, на сильном, на русле ее сносило. Ну, понятно. Я когда в прошлый раз возвращался, там с рыбаком поговорил, он говорит, да, у меня грузики 50-граммовые, и то дно не могу нащупать. Там такое сильное течение, что... Я летом там, когда был, помните, груз сбрасывал, но там больше 20 метров, потому что у меня было 2 кирпича, и я их опускал прямо на самом русле. У меня 20 метров канат, и мне каната не хватало. Но я не думаю, что 2 кирпича это где-то 8 килограмм, что 8 килограмм течение сносило. Мне кажется, там больше 20 метров. Надо посмотреть в приложении DepDrift глубины. Так, здесь почему-то вот удивительно, вот отметочка 10 метров. Там 11. Я вот еще одну луночку пробурил. Вон там мужик тоже сидит. Там, наверное, глубина. Он, наверное, там сидит не знаю сколько. Хотя фиг его знает. Я там еще одну лунку пробурил. Надо перенести, посмотреть. Здесь должна быть глубина где-то 15 метров. Ну, наверное, это предпоследнее включение, если я ничего больше не поймаю. В следующий раз уже где-то 4:30, когда я соберусь домой, подниму удочки. Сделаю последний видеофрагмент. Ну, пока здесь посижу. Кто его знает? Рыба может подойти в любой момент. Я хоть и говорил, днем не клюет, да, 2:30 ведь берш взял там. Так что вполне может быть. Ну вот, как солнышко коснется горизонта, я так соберусь. В бинокль гляну. Нет, там ничего нет. У мужика ничего нет. Вот палки стоят, тут палка стоит. Потом вон палки стоит. К палкам, что ли, сходить? Они же там не просто так стоят. В общем, еще минут 40 порыбачу. Так, ну что же, время уже без 26. Я собрался. Последняя удочка осталась. Буду на сегодня заканчивать. Поклевок не было. Вот как я там на Волге поймал 3 бершей. Ну вот это вот мой сегодняшний улов. Здесь около острова ни одной поклевки. Я еще там 2 лунки пробурил, прошелся. Ну ничего нет. Поклевок нет. Там вон за мной мужчина. У него электробур. Ну вот я пока тут сидел, он, наверное, там
шел, десятка-два лунок пробурил. Но тоже, видимо, ничего не клюет, потому что переходил, он сейчас туда ушел. Так, ну, в общем, вот мой улов за сегодня. Это там на Волге меня поймал. Вот они, 3 берша. 2 верхних, которые я поймал до часа, они уже мертвые. Ой, нет, смотрите-ка, живой он. Вон у него, он жабры дышит. Вот этот живой, вот этот вот я поднял в 3 часа. Да, этот живой. А вот эти... Не, он жабры, вон, смотрите-ка, жабры. Этот живой. Вон жабры дышит, видите? Работают жабры. А вот который посередине берж, он мертвый. А тот еще живой. Я их сейчас специально достал, чтобы маленько просохли. К вечеру небольшой, наверное, морозец. Ну, не знаю сколько. Но меньше 0. Я не знаю, как их сейчас вести. Они живые. Будут в сумке бултыхаться. Хорошо, конечно, чтобы они замерзли. Ну, что-то не замерзают. Ну, понятно. Плюс был. Сейчас достал, пока собираюсь, может замерзнуть. Так что идея с пакетом вполне рабочая. Так бы они уже были мертвые. А в воде, в пакете. Пакет только вот как бы одноразовый, не знаю, дома его простираю. Он воняет, конечно, но для рыбы пойдет. Все, сейчас эту удочку поднимаю и на берег. И домой. Ну, традиционно данное видео загружу на своем канале в YouTube. Также в Дзен загружу. Также загружу на своем сайте. Там, кстати, также будут фотографии. Подробный отчет. Можно будет посмотреть фотографии, прочитать сегодняшнюю рыбалку. Ну, я считаю, вполне нормально. 3 берша. В прошлый раз, кстати, я тоже 3 поднял. Один сбежал. Я пришел домой с першом и судаком, да. А сегодня 3 берша. Вот. Погода стоит хорошая. Я думаю, наверное, даже меньше, чем через неделю я снова сюда приеду. Потому что посмотрел прогноз погоды. До конца марта днем будет плюс, ночью -1, 0. Так что это все будет таять. Я думаю, к концу марта, ну, вряд ли это все растает. Но в апреле уже будет боязно здесь находиться. Поэтому я в марте так активно похожу. Раза 2 в неделю, наверное. Так что, может быть, дня через 3-4 снова сюда же на рыбалку. Все, благодарю за внимание и до следующей серии. Всем пока.